Наконец-то купил я личинку в дверь на Nissan Navara. Такой пакетик мне с Питера приехал. Единственный минус: пришлось мне покупать комплектом, потому что отдельно личинку не продают. Новых личинок в магазине нет. Личинка вот с двумя ключами пришла. То есть получается дверная личинка в комплекте. Это идет на задний борт. На топливный бак. И замок зажигания. Единственный минус: теперь мне надо вот эту личинку, чтобы мне с собой не возить несколько ключей, переделать под свой ключ. Как это сделать, я пока не знаю, потому что личинки обычно разбираются. Здесь стоит стопорное кольцо. То есть стопорное кольцо мы разжимаем, снимаем. И вот эта личинка вытаскивается. Здесь, как видно, должна она вытаскиваться в ту сторону. А здесь никакого стопорного кольца я не вижу. Единственное, есть какие-то вот два отверстия. Я думаю, вот этими она стопорится, потому что они сквозные. В общем, теперь мне надо снять мою личинку из двери. И там уже буду собирать одну общую. Что из этого получится, смотрите. В общем, друзья, вот такая красивая у меня личинка дверного замка. Так, здесь стоит вот такая штука. Снимается она легко. Вот так вот щелк и все. Тут вот такие вот две защелки. Изнутри получается вот такой болтик под звездочку. Закрывается все это пробками вот такими. Такая пробка и вот такая сбоку пробка. То есть две пробочки вот снимаете. И будет вам счастье. В общем, вот этот болтик, скажем так, шпильку я открутил. Но он отсюда не выходит. Вот я ее шевелю. Вот видите, она шевелится, но не выходит. Вот она. Там вот пластинки сверху. Сейчас я вам покажу поближе. Получается, вот личинка. Вот так она вставлена в замок, в дверь. И вот она, вот эта штука. Вот тут, я так понимаю, вот в этом месте стоит какая-то пластинка распорная. Надо ее вот сюда ударить, чтобы она туда вышла. Сейчас я попробую. Туда что-то поставлю и молоточком стукну туда. Посмотрю, выйдет или нет. Так, друзья, стукать сюда бесполезно. Тут получается, вот она, пластмассовая штука, которая к тяге идет. Вон тяга там. Не знаю, видно, нет. Их, получается, надо... сейчас. Надо их отгибать. То есть тут снизу сейчас я отогну и вы... Такие стопорки, то есть вот она пластинка. Ее надо отгибать. В общем, положил вот тряпочку, чтобы туда не уронить этот болтик. Решил полностью его выкрутить. Посели что-нибудь, полностью тряпку. Я обычно да так... я туда, чтобы она в дверь не упала. Вот эта штука, то и потом из двери. Мне неохота эту обшивку двери снимать. В общем, шпилька под звездочку. Звездочка номером фокусируется
20. Такую тряпочку положить, чтобы она туда не упала в дверь. На руки грязные, не обращайте внимания. Я тут просто масло меняю. И заодно решил дверь сделать. Вон, видите, пластинка эта. Решила. Показать-то. Вот отсюда ее видно. Такая же вот пластинка, только снизу. Вон она. Получается, где личинка? Получается, она вот сюда упирается. Как показать-то? Вот в этот край, в этот буртик, вот сюда. И не дает ей выйти. В общем, сейчас вытащу, продолжим. В общем, друзья, я ее выбил. Вот эта тяга. Кольцо, точнее, от тяги. Главное, не уронить его туда. Вот я его на шило повешал. Пусть оно на шиле здесь висит. То есть вот она. Здесь вот так. А, вот тут даже лучше видно. Вот эта штука. С тягой. Вот на шиле. В общем, взял я шило. Вот, если видно. Блин, как сфокусировать-то? Вот, упер вот сюда. И молоточком стукнул, у меня личинка вылетела. Теперь осталось мне ее разобрать. Стоит ли ее вообще разбирать, я не знаю. Ну, на ней потренируюсь. Вон, видите, она там вся расковыренная. Так. И сейчас я вот из двух личинок попытаюсь собрать одну под мой ключ. В общем, разобрал я свой замок, который у меня стоял. Тут все закисленное. Вон, смотрите. То есть вот, видите, все закисшее. Так, это в сторону пока. Сейчас я покажу, как оно разбирается. В общем, вот, личинка. Тут два отверстия. С одной стороны оно больше диаметр. С другой стороны меньше. Надо вот с меньшего диаметра выбивать вот такие два шплинта. То есть вот один шплинт. Вот второй. То есть берем, допустим, головку какую-то. Ложим вот так вот. Берем пробойчик. Сперва чуть-чуть сдвигаем, а потом каким-то гвоздиком все это дело доколачиваем. И они выходят отсюда. Так, дальше. Как вот мне телефон держать? На, подержи телефон вот так вот. Так, теперь берем, снимаем отсюда пружину. Что ты? Пружину сняли. И вот эта штука сюда выходит из корпуса. То есть вот видно, да? Вот она вышла, остался один корпус. Теперь вот из этой штуки, вот она выходит сама личинка. Тут аккуратно, чтобы вот эти не повыпадали. Они там на пружинках стоят. Фиксаторы. Теперь вынимаем вот эти вот, скажем так, личинки. Так, как объяснить-то лучше? Фиксаторы, это не личинки. Подожди. Сейчас я скажу, объясню. Если ключ сниму. Чтобы понятен был смысл, как это работает. То есть вот вставляю я сюда ключ. И видите, некоторые торчат.
То есть они будут торчать вот здесь в корпусе. И он не будет поворачиваться за счет вот этой штуки. Надо их собрать так, чтобы они все были вот так вот собраны. Сейчас я буду местами переставлять и подбирать до такой степени, чтобы ключ был вставленный. И вот этот сам корпус, он стоял, вот так стоял, здесь проворачивался. В общем, друзья, когда вытаскиваете отсюда, как они называются? Фиксаторы. Фиксаторы. Аккуратно вытаскивайте. Тут пружинки, чтобы они не выпадали. Держим вот так боком и вытаскиваем. Там внутри вот такие маленькие пружиночки. То есть вот по сравнению с пальцем они вот такусенькие. И я решил систему обхитрить. То есть вот эти фиксаторы. У них на всех есть номера. Вот 4, 1, 3, 2, если видно. Я со своего старого замка вот их вытащил. Вот мои фиксаторы старые. И сейчас я эти соберу в таком же порядке. И вставлю сюда в личинку. В общем, друзья, вот собрал свою последовательность. Единственное, у новой личинки, которую я купил, не хватает несколько номеров. Пришлось мне со своей взять. Вот они такие черные. Сейчас я их почищу и буду вставлять. В общем, друзья, вот я их зачистил. Сейчас я ее соберу и смажу силиконовой смазкой. Так, на, подержи. Сейчас личинку соберу. И главное, тут вот с одной стороны такая выемка. Не перепутайте местами. То есть вот так вот ее не возьмите. То есть одинаково держите, когда вытаскиваете с одной и со второй. Все, теперь аккуратненько их вставляем, чтобы пружинки не выпали отсюда. В той последовательности, как они должны стоять. Вот видите, она не дает просесть, потому что там пружинка. Так, одну сторону вставили. Не знаю, вот видно, нет, вон они пружинки. То есть вот берем и вставляем по номерам на пружинку. Снизу пальцем придерживаем, чтобы те не выпали. Но можно боком вставлять, я просто для записи, чтобы показать вам. Так, держу. Все, вот они все здесь шевелятся. Теперь берем, держим, вставляем сюда ключ. Так, а почему вот это не село? Почему-то одна торчит. В общем, сейчас я подберу. У меня вот одна. Там плохо номер на старых видно. Вот видите, они все закисшие. Сейчас вот одну поменяю. Вот эту. И продолжим. В общем, друзья, переставил я некоторые эти фиксаторы. То есть вот они у меня стоят. Не фиксируются. Подточил все. Теперь смотрите. Тихо. Берем ключ. Вставляем сюда. Мой родной ключ. И видите, они все должны гладенько быть. Вот они стоят как. Все вровень. И собираем в обратной последовательности. Вот теперь она здесь поворачивается. Если ключ вытащить, то она уже поворачиваться не будет. Видите? Теперь поворачивается. Теперь собираем в обратной последовательности. То есть эту вставили в обойму.
Теперь эту обойму вставляем в сам корпус. Вот. Так, в принципе, может мне родной поставить в корпус. Так. Я в свой родной поставлю корпус. Это мне не нравится. Так, и ставим пружину сюда на место. Блин. Что ты? Все, пружина встала. Личинка собрана. Теперь смотрите. Опс. А, тут я не зафиксировал еще шплинты. Ну, я потом их вставлю. Видите, она уже не выходит. Шплинты я потом забью. И все, смотрите. Все, замок работает. Теперь берем шплинты. Сюда, в свои места забиваем. Друзья, перед сборкой вот этого всего дела берем любую силиконовую смазку, какая у вас есть. Вот это дело все смазываем. Тут все промазываем. И тут внутри. Потом собираем. Чтобы она у вас не закислилась. Чтобы не превратилась вот в такое. Видите, она тут вся закисленная. В общем, друзья, вот я их сюда вставил. Сейчас сюда ставим какой-то пробойник. Вот такой вот, к примеру. И глубже просаживаем. Чтобы одинаковое расстояние было с этой стороны и с этой стороны. Вот так у меня получилось. Вот я их запрессовал. Решил я все-таки корпус, который с этой личинкой шел, оставить. Так, теперь, чтобы вам показать, как вам показать-то. Чтобы все в сборе-то. То есть вот. Блин, неудобно. То есть вот вставил я ключ. Теперь все поворачивается. И в другую сторону тоже. Идем ставить на место. Так, друзья. Теперь что мы делаем? Вставляем сюда. В общем, надо ее вот сейчас сюда ставить. Вот эту личинку. И вот сюда одеть вот эту пластмассовую штуку. Снимать мне неудобно. И все это делать. Поэтому по факту сейчас поставлю, покажу. Вот, друзья, я вставил. Не знаю, видно, нет. Ту штуку одел. Тут она стоит. Сейчас вкручиваем сюда шпильку. Болт, кому как удобно. Неудобно и делать, и снимать. В общем, сейчас я вкручу, продолжим. Тряпочку достаем отсюда. Сейчас уже ничего не упадет. И закручиваем звездочкой. Сильно не затягивайте, не переусердствуйте, потому что может там дюраль лопнуть. Все, теперь она здесь жестко стоит, не болтается. Это закручены. Здесь тоже стоит, не знаю, видно, нет. Пробки пока ставить не буду. Теперь смотрите, что у меня получилось. Слышите? Замки срабатывают.
Все работает. Так, друзья, есть у меня такая жестянка. Это я откосы делал на дом. Там, наверное, 0,5 у нее толщина. Взял, заточил отвертку. Как зубило. Вот у меня старая личинка. То есть получается вот отвертка по ширине практически личинки. Сейчас здесь вырублю, скажем так, сделаю просечки и вырежу. В общем, вот так вот у меня получилось. Теперь сюда отвертку вставляю и разгибаю их. Вот разогнул. Вот так они торчат. Теперь вот эти краешки сейчас так болгаркой сточу. Итак, вот я их подточил. Вот видите. Тут есть вот эта полочка, куда упирается фиксатор. Вот она. Теперь смотрите, что получается. Вот эта вот штука сюда вставляется. И здесь ездит. И упирается в эту полочку, скажем так. Это тоже. Загибаем их теперь обратно. Два этих зуба. Так. И теперь вырезаем здесь шайбочку. Диаметром как в двери. То есть вот, чтобы она сюда шайба вошла. Такая шайбочка у меня получилась. Принцип следующий. С той стороны торчит вот этот вот фиксатор личинки, скажем так. Сейчас эту шайбочку вставляем в отверстие. Вот так одеваем. И сюда, ну вот так вот защелкиваем сюда. Она вот этими распорками будет фиксировать. То есть получается, там вот пластмассовая штука от тяги. Нам ее надо вот этой шайбой зафиксировать. Так как пластмассовые отломились, сейчас я ей буду фиксировать. Блин, неудобно и снимать, и что-то делать. В общем, вот на отвертку одеваем и чем-то придерживаем. И пробуем все это дело одеть туда. Так. В общем, неудобно снимать. Сейчас я поставлю, продолжим. Друзья, в общем, я там ее наживил, поставил эту шайбочку. Сейчас попробую вам показать. Не знаю, видно будет, нет. Сейчас боком телефон поставлю. То есть вот нижнюю. Как показать-то? Нижнюю вот защелкнул. Осталось верхнюю. Вот, верхняя стоит, вот ее видно. Вот видите, сверху она. А нижняя защелкнулась. Сейчас вот верхнюю защелкну. Все, оба язычка я защелкнул. То есть вот и верхний, и нижний. Теперь у нас вот эта пластмассовый оголовок, вот этот тяги, зафиксирован. И сюда, в эту сторону,
сюда не будет слетать. Теперь берем пробки и закрываем все это дело. Так, и вторую. Все. Осталось только... Так, где она? Вот она. Осталось только эту крышку поставить сюда. Ставится она вот так. Снизу поджимаете. Где она? О. И защелкиваете. Все, она стоит. Все. Ручка собрана. Все работает. Все, всем спасибо за просмотр. Если кому-то пригодилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.